Здравствуйте, товарищи! Сегодня мы продолжаем прохождение игры Spellforce The Order of Dawn. На очереди 6-я карта «Перевал Дикоземья». Нас встречает ролик, в котором показывают, как Роэн героически в одиночку ударил по противнику, по каким-то существам из металла. Выходим из портала, рядом с ним стоит рыцарь Ордена Зари, Бриар де Фор, который рассказывает о том, что их отрезали от мага Крука, крупной силы Брониган. Военачальник Ордена, мастер Свангсон, находится в деревне. Говорим с ним и просим помочь и отбить храм служения эльфов. Рыцари помогают нам, и мы начинаем строить базу, параллельно уничтожая передовой лагерь кулака и очищая прилегающие земли от войск противника. Больше в городе ни с кем не разговариваем, за исключением торговцев. Небольшое наблюдение. Рыцари Зари очень сильные войска и легко справляются с наемниками без вас. Какого же они не снесли отребье Бронигана до сих пор сами? После на всякий ставим пару башен на подъеме рядом с базой. Из войск строим друидов и лучников ветра. Приоритет вторым. Продвигаемся вперед и у Ленни ставим 5-7 башен. И дособираем армию до 50 воинов. Пока ждем этого, можно сбегать по тропинке на запад и познакомиться с повелителем пауков, который недоволен тем, что у него наемники кулака украли флейту. Предлагаем ему помощь в борьбе с силами Бронигана. Он выпускает своих пауков. Если у вас есть хотя бы 30 воинов, можно с пауками продавить второй лагерь кулака. Но сначала лучше брать другой, который располагается на юге от деревни. Уничтожаем их и вместе с пауками наступаем на главные силы противника. Разрушаем их базу, освобождаем храмы служения людей и эльфов. После закрепляемся здесь и готовим армию паладинов, которые будут, кстати, при штурме главного лагеря Бронигана. Внимательно, если вы дойдете до Раи, то включается ролик, где недовольный Брониган ворчит о том, что его никто не предупреждал о войне рун и приказывает существам из металла убить вашего героя, поэтому строим башни, отводим воинов нашего героя ближе к базе. Главного персонажа ставим в конец войска, чтобы его не уничтожили, и ждем атаки. Пока ожидаем подкрепления, есть время выполнить и взять пару заданий. Для начала отдаем повелителю пауков его флейту и получаем хороший предмет, красную маску. После направляемся в деревню и разговариваем фланом Гондорсона о его товаре. Тот требует малахит за его товар. Его можно найти на этой карте, выполняя главное задание. После разговариваем с Морквартом Штормом. Он рассказывает о том, что потерял дочь. Мы пытаемся ему помочь, и он рассказывает зацепку, связанную с повелителем пауков. Вроде как бы он украл дочь, и после этого ее никто не видел. Нужно спросить любителя пауков за базар. Но он сильный, поэтому рядом с ним строим пару башен, а лучников перемещаем ближе к союзным паукам. Важно не разговаривать со Штормом, пока вы не выполнили квест с флейты пауков, иначе вы не получите предмет красную маску и опыт за задание от повелителя пауков. Приготовившись, спрашиваем с повелителя пауков, и тут у вас выбор, быть честным или нет. Выбор за вами. Вот я лично всегда уничтожаю этого негодяя, его плохо убивать, тем более детей. Возвращаемся к бедному старику и рассказываем о том, как вы поступили. После можно поторговать с купцом. Гляньте, может быть, вам что-то нужно. К тому же, вы находите шелк повелителя пауков для того, чтобы разобраться с этим. Обращаемся к Селене Твидл, которая местная швея. Разговариваем с ней, но она говорит, что она ничего не может сделать с этим шелком и советует обратиться к Танаре швее, которая живет в городе Тень. После выполнения всех заданий на этой карте, мы с вами туда отправимся. У торговца Карла Баргисона можно купить и проекты Мастер лесорубов и Гильдии охотников, но это по желанию. Собрав 80 воинов, из них 15 паладинов минимум, наступаем на Бронигана. Для начала нужно разобраться с первой частью. После нее получить подкрепление, продавить оборонительный рубеж в центре. Опять же, не забывайте призывать подкрепление, иначе вы рискуете проиграть. Наносим удар по верхней части лагеря, разрушаем его и уничтожаем всех противников. Решаем вопрос с бандой кулака и его предводителями. Забираем все, что найдем, в том числе и пурпурное знамя Уртана, которое нужно отдать лорду-коменданту. Находим и малахит. Он выпал из предводителя наемников кулака Бронигана. Наступаем дальше до портала и завершаем освобождение перевала Дикоземья. После возвращаемся в деревню и отдаем малахит Флану. Тут рассказывает про комбинацию, которая и запирает тот самый ящик в роще Дриад на карте Шейль. Лучше запишите ее, на всякий случай я ее произнесу. Правая ручка, левая, центральная, снова левая и центральная. После не забудьте спросить, это ведь не все, после чего купец отдает вам ключ от ящика. Перемещаемся в Шейль, достаем содержимое сундука, возвращаем пурпурное знамя его владельцу, за что получаем уртанский щит и опыт. После возвращаемся в город Тень, завершаем задание шелком.
и получаем секрет магического одеяния. Далее направляемся к Вальдисе, отдаем ей ее поставки и получаем за это эликсир от ран. Направляемся в Элони, отдаем лекарство Свердис и получаем неплохое оружие ближнего боя. И лишь тогда направляемся за Роином в ледяные топи. Телепортируемся, проходим через портал и догоняем Роина. Он опять говорит что-то невразумительное, что неизбежно, что, о чем, почему. Открывает ящик, и мы с ним попадаем в ловушку темного, который убивает Роина Тахира и обращается к нам, дабы мы принесли дурные вести о гибели мага Круга, после чего он исчезает. Путь дальше преграждает так называемая армия клинков. Нам нужно вернуться в город Тень и предупредить о вторжении. Возвращаемся и разговариваем с Сартарием. Сартари предлагает делать, как велел Роин. Найти Хакана Ашира и предмет, который сможет одолеть мага Круга. Нам нужно отправляться в северные горы ветра и найти некую Марсию. Она знает, где можно найти Хакана Ашира, но вроде бы как бы он уже мертв. Но... перед отправлением следует выполнить и взять ряд новых заданий. Для начала идем по направлению к Танари Швие и натыкаемся на некого Сандера. Он рассказывает, что его последняя прогулка не задалась. Что-то его напугало, он просит разобраться с этим. Нам нужно обойти 3 могилы, в каждой из которых нас ждет по одной нежити, и вернуться к нему. Делаем то, что просит сапожник, и возвращаемся к нему. По пути забегаем к одинокому больному отшельнику, который живет на юго-востоке от деревни. Слушаем его просьбу о лекарстве, которое может изготовить Шанмайер, и после выполнения квеста Сандера обязательно ему поможем. Перемещаться по карте лучше через связующие камни, но выбор опять же за вами. Пока оббегаем могилы, активируем храм служения людей и развиваем базу до максимума. Строим у пещеры, которую я вам сейчас показываю, максимальное число арбалетных башен. Дальше узнаете зачем. Сандеру непонятны слова, которые узнал воин рун. Сапожник направляет нас к некому Гарану. Он точно разбирается в том, что мы узнали. Находим его на востоке города. Тот сильно удивлен, что воин рун бегает по поручению сапожника и считает нас недалеким, так же как и этого сапожника. Но тем не менее помогает нам. Оказывается, мы узнали имя какого-то мага-убийцы. После нас направляет именно к той пещере, в которой вырос город из арбалетных башен. Подходим к пещере и произносим имя убийцы, после чего его призрак на нас нападает. Убегаем от него. Пусть его разбирает ваши башни и ваши воины, но лучше исключительно башни, потому что это призрак 25 уровня, который использует магию вампиризма. После этого отбираем призрака и возвращаемся к Гарану с найденной книгой. Несмотря на свою крутость, Гаран не может ее прочесть и направляет нас к нашему знакомому Дарию, Леону. Тот сильно удивлен, что в наших кругах попала такая страшная книга такого ужасного человека. Мы отдаем ее, получаем опыт и завершаем это задание. Теперь пора разобраться с просьбой отшельника. Мы же все равно в Леононе. Шанмайер отказывается выполнять вашу просьбу и рассказывает, что тот самый бедный, больной, старый, безобидный отшельник — это серийный убийца. И предлагает простой эликсир от боли, но вы можете попросить сделать все равно, что просит отшельник. Но я вас убедительно прошу не делать этого, иначе здоровый, добрый дедуля нападет на вас. Мы выбираем эликсир от боли и приносим его старику, после чего он изливает душу и говорит о том, что он не хотел убивать. Им управляла злобная нимфа, которая заколдовала его. Он просит забрать волосы у нимфы и тем самым разрушить ее колдовство. Направляемся в Элони, земли зверолюдей. Там появляется та самая нимфа и ее миньонки. Можно убить их, используя тактику «бей и беги», либо призвав армию людей. Выбор за вами. Забираем волосы из лап нимфы и возвращаемся к отшельнику, после чего у него начинается что-то вроде сильного похмелья. Это задание завершено. Находим на востоке Тени рядом с Гараном Арханка. Он начинает 2 цепочки заданий про великолепные доспехи Амра и Лия и про хорошее оружие, каменные души. Насчет доспехов нам нужно расспросить Леонони, его бывшего ученика, того самого неразговорчивого Сандера Чернорукого. Он говорит, что те, кто знал о доспехах Амры, исчезли, и последняя зацепка ведет нас к Шанмайер, сестре бедной Лии. Бежим к ней и узнаем о истории безумной любви Амры и Лии, а также получаем зацепку о доспехах. Какие-то
странные люди шныряют рядом с домом семьи Майер. Нужно навестить их. Разговор, в принципе, не задается, так как люди сразу нападают на воина рун, в остатках которых мы находим приказ некого торговца Сентоса из тени. Направляемся к нему для разъяснений. Тут в ответ говорит о том, что нашел след Амры, после чего Сентос предлагает встретиться на перевале Дикоземья. Ну что ж, возвращаемся на перевал и видим рядом с храмом служения эльфов нашего торговца. Вместо того, чтобы разговаривать с ним, начинаем строительство башен рядом с Сентосом, после чего кликаем на него. Начинается общение, но тот говорит, что мы слишком много хотим знать и приказывает своим наемникам напасть на нас. Но тут находятся наши башни, которые нам помогают легко победить этих противников. После спрашиваем Сентоса о доспехах снова. Тот сильно извиняется и сообщает, что знает лишь, что могила Лии находится в Шелесте. Это в темных землях, куда мы и направляемся. И добавляет, что он уже посылал туда людей, но никто не вернулся. Что ж, продолжение этой задания на карте Шелест. Возвращаемся в город Тень. Рядом с Артарием стоит рыцарь ордена Зарим, у которого хорошая фантазия. Отдаем ему тот лук, который мы давно нашли у призрака из Леонона. Это еще не все. Направляемся на юг Тени и находим Кастагера, который говорит что-то невразумительно про каких-то теней и просит найти некое кольцо теней. Это задание будет продолжено на карте Северные горы Ветра, в которой мы наконец отправляемся. Перед этим отправлением не забудьте обойти торговцев и посмотреть, все ли мы задания сделали. Еще такой момент. Сапфир, выпавший из призрака про сына-убийцу, не продавайте его, он нам дальше пригодится для выполнения одного задания. Ящик, который находится у восточной стены города Тень, можно забрать уже сейчас, как откроются врата к порталу в Северные горы Ветра. На этом мы сегодня заканчиваем. Спасибо за просмотры, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Ну, с вами был Старый Стратеговод. До свидания, товарищи.